Ахой, с вами Полли. В прошлый раз мы прошли все возможные тесты от Энди и наконец-то готовы приступить к настоящей терапии. Сегодня у нас будет знакомство с доктором. Ах, Сэмюэль, рад видеть, что ты проснулся. Твой первый клиент уже в пути. Ну, наконец-то. Никаких больше тестов. Теперь все за правду. Что? Уже? Слушайте, мистер Энди, сэр, вы уверены, что я к этому готов? Я же буду людям мозги пудрить. Не бойся, мой друг. Ты сам по себе могущественный вампир. Быть таким молодым и обладать такой эмпатией — это настоящий дар. Все, что тебе нужно сделать, это слушать. Я уверен, истина откроется тебе сама. Черт, мне бы хотелось обладать твоей уверенностью. Приложится. Ну, в ограниченной степени я могу видеть будущее. И если ты попробуешь неправильно истолковать искажение клиента, я направлю тебя на верный путь. Ты можешь видеть будущее? Это не так уж и впечатляет. Ты начинаешь видеть закономерности, прожив 1000 лет. Ага. Мне кажется, что это дисквалификация позитива. Ну, черт, если видение будущего не впечатляет, то это должно быть искажение. Дисквалификация позитива. Это должно быть оно. Тебе едва ли нужна моя помощь. Ах ты хитрый лис. Если тебе нужны будут указания, я передам их телепатически. Ничего себе. Не думаю об этом слишком много. Когда тебе будет 3000, такие вещи перестанут тебя впечатлять. Теперь давай рассмотрим дело твоего первого клиента. Доктор Дрейн? У него нет фамилии? Так что там пишут про доктора Дрейна? Имя доктор Дрейн, возраст 430 лет, пол мужской, источник Origin English. Типа, какой его родной язык, что ли, имеется в виду? Информация о приеме. Доктор Дрейн. Выпускник 1614 года. Королевского колледжа врачей. Он изучал природу крови на протяжении нескольких последних столетий. Стал вампиром после посмертного эксперимента по переливанию крови. Сейчас руководит глобальной фармацевтической исследовательской компанией. Теперь он обеспокоен тем, что у него развилась зависимость от лекарства собственного приготовления. Предположение. Обнаружена сильная раздражительность по телефону. Исследуйте привычки Дрейна в отношении питья и сна. Многие вампиры носят лишь имя. Семьи и титулы становятся более абстрактными после определенного возраста. Разве не смешно, что он сохранил титул? Действительно, ты схватываешь на лету, несмотря на свою привычку дисквалифицировать позитивное. Но я... Сэмюэль, я знаю, что ты можешь с этим справиться. Просто будь собой, и все будет хорошо. Оу! Он улетел. Кто-то прилетел у него настроение. Сатана, благослови, я ненавижу летать. Здрасте. Кровь божья, ты кто вообще? Меня зовут Сэм, я новый терапевт. Располагайтесь поудобнее, доктор Дрейн. Еще я американец. Боже мой, вам мало захватить мир живых? Даже чертоги мертвых не защищены от вас. Он симпатичный, но этот характер... Я бы точно не смогла это выдержать на протяжении 400 лет. Но я полагаю, вы увлекаетесь такими трогательными делами, не так ли? И невежество, даже американское невежество, я полагаю, и есть блаженство. О, сладкое невежество, как бы мне хотелось знать тебя. Какой же ты за... Да, чувак, нам не повезло. Черт, как мне с этим парнем работать? Надо спросить Энди. Я не представляю, чувак. Ты в порядке, Сэмюэль? Нет, он противный, забери его. Ты дал мне этого парня в качестве первого клиента? Почему бы и нет? Он явно мало что скрывает о своем душевном состоянии. Ага, прям словесный понос. Спасибо, Энди. Как я должен ему помочь, если он видит во мне плохого парня? Используй свои инстинкты, Сэмюэль. Подумай о том, что ты чувствовал в самые темные времена. Чего хочет этот бедный вампир? По шее? Он хочет проверку реальности, он хочет уйти, он хочет пожаловаться. Ну да, он хочет пожаловаться. Я думаю, он просто хочет пожаловаться. Проницательность, Сэмюэль. Он едва может остановиться, не так ли? Так что, мне просто позволить ему жаловаться?
Конечно, просто дай ему отправную точку, чтобы он мог выплеснуть все это наружу. Ему станет легче. Ну, раз ты говоришь так, не волнуйся, Сэмюэль, у тебя все схвачено. Я сейчас возобновлю течение времени. Ты еще и время замораживаешь? Ну ни хрена себе. Ну что, ты так и будешь там сидеть? Я как раз собирался спросить, как прошла ваша поездка сюда. Моя поездка? Моя поездка? Моя поездка была чертовски замечательной, пока у моего фамильяра не спустило колесо, и мне не пришлось лететь сюда 30 километров в качестве летучей мыши. Я ненавижу быть летучей мышью, и я ненавижу летать. Ты знаешь, меня пыталась съесть сова. Что? Я не думаю, что сова стала бы это есть. Со мной, с существом, которое жило веками, обращаются как с обычной добычей. Я удивлен, что она вообще заинтересовалась. Ты бы видел, какой я уродливый зверек, когда превращаюсь. Все, что я мог, это визжать и пищать, пока она не улетела. Что ж, полагаю, я жив, так сказать. Ты в порядке, дружочек? Я в порядке, я в порядке. Ну, конечно, я не в порядке, иначе меня бы здесь не было. Но для поддержания разговора, ладно. Полагаю, вы ознакомились с материалами моего дела и знаете, почему я здесь? Он переживал разрыв, его лошадь умерла, у него зависимость. Вы здесь по поводу проблемы с зависимостью? Да, неловко, не правда ли? Чего тут стыдиться? Я помню, когда Грант был президентом, его, походу, это особо не волновало. О, как замечательно, что я разделяю умственные недостатки людей, которые прожили всего одну жизнь. Ну что вы, часть нас все еще смертна. Мы ничего не можем с этим поделать, как и с тем, что мы не живы. Ну да, я это познаю. Слушай, мне просто нужен совет, и я пойду своей дорогой. Просто дай мне все трюки. Я сделаю что угодно, чтобы избавиться от зависимости. Советы? Дай подумать. Предложить более легкую зависимость, предложить что-нибудь вкусное, предложить объятия. И если я полезу к нему обниматься, он, скорее всего, кому-то врежет. Так что скажем, что легких решений нету. Партнер, нету никаких советов, которые волшебным образом вылечат вас. Но я здесь, чтобы послушать. Знаешь, я никогда в своей жизни не думал, что кто-то назовет меня партнер. Знаешь, как партнер, только без «т». И я знаю, как вы, англичане, любите чай. Слава тебе, Господи, мы все еще можем обрабатывать чай. Мы не можем жить только на одной крови. Я ценю твою заботу, однако. Должен признать, и я скорее считал себя выше всей этой истории с зависимостью. Скажу тебе вот что. Давай не будем сейчас заботиться о том, что ты выше или ниже чего-то. Ты здесь, так что давай посмотрим, что мы можем с этим сделать. От чего именно у тебя зависимость? О, я предчувствую. Это форма плазмы. Каталитическое соединение моей собственной разработки. Необходимый компонент моих собственных неудачных целей. Ты меня теряешь. Ладно, попробую упростить. Мне удалось воспроизвести и даже изменить молекулярные паттерны, которые получают поверхностные рецепторы эрицитов вампира. Что? Ты сделал пищевую добавку для вампиров? Наша уникальная физиология обеспечивает нам повышенное сродство к легандам, что позволяет нам перерабатывать кровь именно так, как мы это делаем. Я могу расширить эту восприимчивость, таким образом достигнув своей главной цели — синтетической крови, свободы от жажды, которая нас мучает, и надежды для всего человечества. Ничего себе. Амбициозненько. Ну, черт, звучит весьма впечатляюще, док. Это жалко, не правда ли? Я потратил 400 лет, пытаясь украсть секрет крови, только чтобы быть ею поглощенным, как Прометей, вошедший в камин. Мне нравится это сравнение. Жалкий док, где вы, черт возьми, взяли такое слово? Вы придумали синтетическую кровь. Чувак, я иногда еле могу шпоры надеть по утру.
Возможно, у тебя было одна или две неудачи, но отдай себе должное, компадре. Должное? За то, что потратил 400 лет? По сути, я нахожусь на том же месте, что и при правлении короля Якова. Только теперь у меня еще и проблема с зависимостью. Возможно, мне пора взглянуть фактам в лицо. Мой профессор был прав. Ничего из того, что мы сделаем, никогда не будет иметь какое-то значение. Сэмюэль, послушай его. Узнаешь ли ты паттерн его размышлений? Угу. Здесь есть некоторые искажения, не так ли? Я знал, что ты почувствуешь их. Предложи ему рассказать поподробнее об этой неудаче. Я постараюсь. Погоди-ка минутка, ковбой. Я слышал, как много ты говоришь о неудачах. Но мне кажется, ты не можешь ясно мыслить, если считаешь себя неудачником. Я просто реалист. Посмотри на меня. 400 лет исследований, и я все еще балуюсь с лейкоцитами. Я не знаю, что это. Наверное, отсутствие позитива. Я не знаю многих людей, которые назвали бы работу с лейкоцитами баловством. Да, я допускаю, что я знаю что-то о крови. Но я надеюсь, после 400 лет изучений. У тебя все равно больше знаний о крови, чем у большинства. Неважно, прошло 400 лет или 4 года, амиго. Я и говорю, я самый старый, самый научно подкованный доктор в мире. Я должен был достичь большего, чем это. Это у нас что? Should statement. Кто сказал, что ты должен достичь большего? Разве это не очевидно? Не должно быть, что показать за 400 лет работы. Ну а что будет, если ты этого не сделаешь? Абсолютно ничего. Но в этом и суть. Это не настолько обнадеживающе, как тебе кажется. Это не должно обнадеживать. Просто показываю тебе немного реальности. Ну что ж, это все моя вина. Похоже, я не могу мотивировать своих ученых достичь необходимого уровня самопожертвования. Меня всегда шокирует, насколько мало смертные заботятся о смерти. Это сложнее. Контрол фалоси? Так это все твоя вина, что ты не придумал идеальную синтетическую кровь? Это не может быть виной кого-то другого. Только у меня есть навык, знания и опыт. Кажется, ты возомнил себя каким-то божеством, если ожидаешь, что сможешь контролировать саму жизнь. Ох, прошу тебя, я ученый, а не духовник. Я ищу не контроля, а понимания. И будет ли у тебя когда-нибудь это идеальное понимание? Конечно, нет. Я же не волшебник. Так что насчет того, чтобы не возлагать спасение мира на одного человека, док? Это упрощение, но я принимаю твою точку зрения. Как я говорил, теперь, когда я пристрастился к собственному лекарству, я пополнил ряды смертных знаменитостей своей полной никчемностью. Попробуем лейбелинг. Итак, почему ты решил навесить на себя ярлык ненужного человека, или как я там переводила? Надо будет прерваться, а то что-то у меня уже мозги плывут. Как еще назвать того, кому нечего предъявить за 400 лет? Я бы назвал его по имени. Навешивание на себя ярлыков ничего не даст, кроме плохого настроения. Хорошо сыграно, ковбой. Возможно, я немного драматизирую. Но я пришел сюда не для того, чтобы меня похлопали по спинке и сказали «хороший мальчик». Это не мой отдел, но я слышал, что внизу что-то подобное делают. Да, мы все прекрасно знаем, что континентальщики более сексуально раскрепощены, чем мы. Но, как я уже сказал, я не хочу всей этой терапии. Я просто хочу перестать употреблять это чертово лекарство. Так что же такого хорошего в этой штуке, что она тебе так нравится? Я не помню, что происходит, когда я его принимаю. Но я просыпаюсь с ощущением, что... Как бы это сказать? Я живой. Это не звучит так уж плохо. Хороший сон может заставить меня почувствовать себя новым человеком. Я не говорю о том, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Я имею в виду, я чувствую себя живым, как будто я кто-то другой, кто-то живой. Я просыпаюсь и понимаю, что, о великий, я не в депрессии. Ты имеешь в виду, что ты идешь спать каждую ночь, находясь в депрессии? Ничего подобного. Но я рад это слышать. Ты предполагаешь, что я просто могу пойти спать, а мое глобальное научное предприятие будет управлять само собой? Серьезно, чувак? И ты еще удивляешься?
Мне кажется, он изобрел снотворное для вампиров. Он просто вырубается и спит. Вот же чудик. Подожди, черт возьми, минутку. Ты хочешь сказать, что ты не спишь? Да, мы же не можем стать еще мертвее. А у меня есть полно работы, которую надо сделать. Значит, ты не спишь, и ты постоянно в депрессии. Я думаю, мы начинаем куда-то продвигаться. Ой, не будь таким деревенщиной. Если ты разумный человек, осознающий мир вокруг тебя, то депрессия — это единственная логичная реакция. Она не имеет ничего общего со сном. Так, это либо Носферату мышление, либо Control Fallacy. Скорее всего, это в Носферату. Да ладно, мир большой, и разных людей угнетают разные вещи. Каждый реагирует на вещи по-разному. Разве не может быть такого, что здравомыслящий человек, как ты выразился, может быть подавлен в разной степени? Что ж, ладно, возможно, я немного преувеличил. Но несмотря на это, я не пришел сюда ныть. Не, жизнь сложная. Да, мы все знаем, что она сложная. Это ярлык. Ты почему-то говоришь, что прийти пообщаться со мной делает тебя нытиком. Разве это не то, кем я сейчас являюсь? Если ты хочешь звать это нытьем, это твое дело. Но это целиком и полностью твой ярлык. Ну ладно, зови это стенанием или плачем, если ты это больше предпочитаешь. Стенание, рыдание — это все равно все еще ярлыки. В те моменты, когда я просыпаюсь, я чувствую себя свободным. Наверное, так себя чувствуют невежды. Спать надо, чувак! Как можно быть ученым и быть таким тупым? Опять ярлык? Ты правда думаешь, что хорошее самочувствие делает тебя невеждой? Фраза «невежество — это блаженство» здесь очень подходит. Тебе так не кажется? Но называя себя невеждой, ты превращаешь блаженство в нечто такое, что следует избегать. Очень жаль, что так получается, не правда ли? Единственный путь быть счастливым — это быть идиотом. Ну нет, чувак, ну чё ты? Партнер, это твои ярлыки. Попробуй использовать что-то более позитивное и посмотри, что ты почувствуешь. Что мне сказать, что, будучи невеждой, я становлюсь благородным гением? Все еще просто ярлыки. Я не знаю, как это сказать, амиго. Очень похоже, что тебе не нравится позволять себе быть счастливым. Честно говоря, я не вижу проблемы в приеме этой штуки. Похоже, она дает тебе необходимый отдых и заставляет чувствовать себя хорошо. В чем проблема? Я же говорю, звучит так, как будто он просто пьет снотворное. Для вампиров. Не знаю, действует ли на вампиров обычное снотворное. Во-первых, мне не нужно отдыхать. И употребление этой плазмы имеет свои недостатки. Какие ж? Какие недостатки? Я не знаю, что происходит, когда я принимаю эту субстанцию. Однако, когда я просыпаюсь, я чувствую себя отдохнувшим, но я также пахну кровью и сексом. Значит, это не снотворное. Однажды я даже проснулся в футбольной майке. Это было крайне отвратительно. Ну, похоже, ты хотя бы иногда хорошо проводишь время. Это не мое представление о хорошем времени. Ах, какой же ты вредный. Я доктор Дрейн. Я интеллигентный и светский, а не какой-то больной монстр. Нет, ты нытик, и ты вредный. Я не отправляюсь в богом забытые места, чтобы заниматься извращенным сексом и употреблять грязную кровь. Звучит так, как будто ты очень хорошо умеешь себе отказывать в вещах. Ну, я должен быть лучше в этом. Должен. Знаете, док, недавно один старый мудрый вампир рассказал мне то, что я собираюсь сейчас рассказать тебе. Ты постоянно говоришь тебе о том, что ты должен делать. Ты обложил себя этими «должен». О, ну это ярко, не правда ли? Теперь я могу добавить недержание к своему и так немалому списку недостатков. Ой, ладно, окей. Я серьезен. Я слушаю, как ты говоришь мне, я должен делать это, я не должен делать то. Но кто дал тебе все эти указания, что следует и чего не следует делать? Я не знаю. Это не должно иметь значения, не так ли? Я уже больше 400 лет как мертв. Это самая древняя вещь, которая остается с нами, амиго. У нас у всех были травмы. Черт возьми, мы мертвецы. Это уже само по себе травматично. Но мы начнем с тебя. Ты прошел через многое. Не стоит так туго связывать себя. Слушай, мы уже проделали отличную работу. Я знаю. Давай не будем давить слишком сильно.
Я очень хочу, чтобы ты подумал, откуда исходят все эти твои «должен» до того, как мы встретимся снова. И будь к себе добрее, партнер, ладно? Не надо думать, что ты должен сразу отказаться от этой плазма-штуки. Ну да все равно. Я бы предпочел вообще этого не делать. Это правда произойдет? Может быть. Ты собираешься снова принять ее сегодня ночью, да? Я об этом думал. Ладно, партнер, просто будь к себе немного снисходительней. Это все, о чем я прошу. Признаю, ты заставил меня задуматься о некоторых вещах. Не самых приятных, должен признать. Ай, чувак, это терапия. Самокопание вообще штука неприятная. Но без нее никак. Ты справишься с этим, партнер. Ты намного умнее меня. Ну да, это определенно правда. Хорошо, я порефлексирую. Насколько вообще наш род может рефлексировать? Но увидимся ровно через 4 недели тогда. Прощай, Сэм. Ну да, часть получилась на «ты», часть на «вы». Но в следующий раз буду озвучивать все диалоги так, как будто они говорят только на «ты». Мастерская работа, Сэмюэль. Я знал, что у тебя все получится, но это не делает меня менее довольным. Это была адская поездка. Этот парень держится крепче, чем кобура на бедре стрелка. Было очень приятно помочь ему взглянуть на себя немного добрее. Хорошо, Сэмюэль. Дорожи этим чувством. Иди также отдохни. Иди вниз. Возьми что-нибудь выпить. Расслабься в своем гробу. На следующей неделе ты встретишься с новым клиентом. Я думаю, он станет для тебя интересным испытанием. Доброго вечера, Сэмюэль. Покойся, Сэмюэль. Мне интересно, сколько человек со мной перестанет разговаривать, если я буду так прощаться. Ты тоже, Энди. Ну что ж, похоже, мне пора немного перекусить. Ну вот и все. Мой первый клиент. Не могу поверить, что я уже этим занимаюсь. О, чувак, что-то я задолбалась. На удивление, я не охрипла. По крайней мере, не так сильно, как ожидала. Но у меня уже заплетается язык. Столько болтать 2 часа кряду. Так что да, на этом все, няшки. Покойтесь с миром. Услышимся. I wish I was special, but I'm a creep.